Иди. Давай. Практически никто не знает, что две главные сибирские реки Обь и Енисей соединены каналом, построенный в конце 19 столетия в глухой тайге Томской области. Полностью, видишь, где дым. Руки человека сделали невозможное, соединили два речных бассейна, вручную прокопав через водораздел канал. Шлюзы из лиственницы подняли уровень до необходимого для провода судов. А в построенных поселках поселились лоцманы и другие работники этого сложного гидротехнического сооружения. Прошло 100 лет, и тайга спрятала канал и его тайны. Возможно ли попасть из Оби в Енисей по воде? Сохранились ли шлюзы? И кто живет на его пустынных берегах в глубине сибирской тайги? Мы решаем ответить на все эти вопросы и пройти его на деревянных традиционных лодках, которые до сих пор используются в Сибири. В прошлой серии мы начали многосоткилометровый путь из Оби и дошли до водораздельного озера на границе Томской области, где вода начала бежать в противоположную сторону. Несколько дней мы поднимались вверх по исчезающей в таежных зарослях реке. Казалось, мы можем потерять русло и остаться в затопленном лесу. Но удивительным образом, после водораздельного озера мы попали в абсолютно прямой канал, прокопанный вручную. И он стал воротами в другой мир. Из расступившейся тайги показались деревянные дома, мосты, копны сена. Мы попали в край староверов. Слышали что-нибудь про избушку на курьих ножках? Сказка, где живет Баба-Яга. Но многие подумают, ну, просто так придумали зачем-то, непонятно зачем. На самом деле это правда. Дома на ножках существуют. Посмотрите. Вот этот. Либо еще более похожий на избушку Бабы-Яги. На столбе, на котором стоит сруб, на каждом лежит лист железа. И мышь не сможет сюда залезть внутрь. Поэтому это амбары, либо лабазы по-сибирски для хранения продуктов всевозможных. Все что угодно. Шкуры, мука, там, сахар, любые. И за счет того, что они подняты над землей, они абсолютно сухие, продуваемые воздухом. То есть везде сделаны такие щели с запасом. В теньке, в темноте. Поэтому хранятся бесконечно долго. Огромное количество лодок здесь, это признак того, что рядом есть огромное озеро, где ловится рыба. И, видимо, все эти деревни на Кассе, сюда рыбаки приезжают в определенный сезон, чтобы порыбачить. То есть есть такие лодки, 6 штук, 7-я, есть деревянные долбленки, облазки. Отсюда дальше они на мотоциклах по дамбе, которая образовалась от выкопанной вот этой вот канала, землю складировали, получилась дамба, идет дорожка до озера, а далее они уже выходят на своих этих вот каноэ и промышляют. Очень красивое место. На первый взгляд кажется обычная деревня, но нет, дома, амбары, все сделаны не просто так раскидано, потому что там, не знаю, какой-то беспорядок. У каждого есть свое предназначение, у каждого есть своя цель. Похоже на такие северные деревни поморов в Архангельской области где-нибудь.
кажется обычный какой-то деревенский сарай. Но посмотрите, какая тщательность в мелочах. Деревянная лодка просто идеальная. Видимо, это вот хозяйская, которая не эта вот бездушная железка из алюминия, а именно из сосновых дощечек собранная. Либо вот водосток, сделанный из дерева, выдолбленный. Кованые старинные гвозди с времен канала. И крыша, накрытая тесом. Подумайте, шаримся без хозяина. На самом деле Петр Фомич нам сказал, даже говорил, где лежит ключ от дома. Но мы не будем ночевать, потому что у нас есть палатки, как бы, и никакого смысла в этом нет. Просто по-любому скажет, интересно, что внутри. Это сарай для скота. Знаешь, почему здесь лежит обласок? Потому что железяки на солнце, им пофиг будет, а обласок на солнце растрескается. Поэтому он лежит вот здесь в темноте и в прохладе. Вы даже себе не представляете, какой здесь запах сена. Тепло, сухо. Очень вкусно пахнет. Палатку сюда здесь поставлю. Почему? Мягко. Типа по кайфу? Мягко пахнет. Да можно без палатки, тебе скажу. Коврик постелил и все. Мотор. Это я сделал. Подписчики. Ребята из Сиба, которые с нами списывались, многократно говорили, что когда вы поедете, и так получилось, что поехали мы вместе, ну, практически вместе. Мы их еще не видели только машины возле моста. Сейчас они пытаются пробиться через мель. После шлюза и быстрого течения образовалось очень такое мелкое место песчаное. Если туда они проплыли на холостых, как бы спустились, то обратно надо разогнаться, чтобы течение преодолеть. Ну и все, сели. Ну, возможно, вода упала за эти вот 2-3 дня. Там какая-то ковбойская шляпа. Ну. На стиле, да. Термира премиум мэн. Цвет блэк. Короче, купил себе новое термобелье, решили затестить. Термобелье от Иры. И называется Террамира. В общем, на мне смотрится вот так, но флиска очень приятная. А вот сейчас посмотрим на карасе. В смысле, очень неприятно будет смотреться? Эта безумно красивая заимка просто не отпускает нас. Дело к вечеру, а тем более здесь произошла встреча с единомышленниками. Не сговариваясь, решаем остаться ночевать, проведя время за разговорами. В общем, мы сегодня ночуем как конюхи. Да? Мы решили поспать сегодня на сеновале. Урга, домой! Заходи. Да, иди сюда. Дели, цену по четвертям подели, не откладывай, сразу купи, подели, дели. С «Подели» от Альфа-банка
Забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на podeli.ru. Пошарая собака. О, доброе утро. Че, кот, когда на сеновале ночевал последний раз? Надо подумать. Ну, я, наверное, не ночевал на сеновале ни разу. В общем, на сеновале ночевать хорошо. Сухо, тепло, мягко. Давай у карася спросим. Карась! Карась! Ты когда последний раз на сеновале ночевал? А? Когда последний раз ночевал на сеновале? Лет, наверное, так 12. То есть было такое у тебя? Да. Это не первый опыт? И у меня еще было с женой на сеновале, но это не на четко, так? Это не на камеру, да? Чесалось все. Урга, ты что? Не узнала? Да нет, ты просто дура. Что, ребята, мы переехали через водораздел. Мы в Красноярском крае. Здесь живут люди. Казанцевский, Налимка, Безымянка, Александровский шлюз. Это деревни, где живут сотни людей, может даже тысячи. Помните, мы рассказывали, за год в Безымянке родилось, по-моему, 15 детей. То есть 18. 18 детей, да. То есть деревни не просто там доживают свой век, а вполне себе развиваются. На Опенетейском канале в Красноярском крае есть жизнь. Для себя, кстати, даже не могу понять, в чем разница, да? Почему в Томске это все, в Томской части заглохло, и там только ближайшая деревня Катайга и занимаются только лесом. А здесь же, как вы видите, косят сено, держат скотину. Ответ вы знаете. Здесь живут старообрядцы, часовенные старообрядцы. У них совсем другое мнение к удаленности от городов, от дорог, от цивилизации. Может быть, это к лучшему. Если бы не они, здесь бы было тоже заросшие поля и такое некое уныние. Здесь же все по-другому. Ну что, впереди много интересного. Огромный свал шлюза Марина Грива. Меня маленько это беспокоит. И огромная деревня Безымянка. Мы переночевали у Петра Фомича Зебзеева. Спасибо ему за это. Я думаю, он не расстроится, если узнает, что мы спали на сеновале у него. Я вот смотрю на эти доски. Смотри, ну то есть это же не пиленные, они топором, как будто вот щепа. Нет, это отколотые. Отколотые. То есть это как, топором они брали, кололи? Да, специально эту хуйню. А, забивали? А что ты говоришь слово хуй? Судя по всему, что этот гвоздь, я не думаю, что это староверы вбивали этот кованый гвоздь, правильно? Почему они могли разбирать из канала как бы запчасти? И его вбивать, что ли? А почему? Вкручивать можно на болтах, там, на резьбовых сиденьях. Тоже сеновал. Давай. Блин, надо было здесь спать, здесь прикольней-то. Сегодня надо потеплее одеваться. Термушечки, все дела. У меня есть. Еще есть? Новый крем, смотри.
Что каждому по 6 штук надо тогда сделать. Будем тогда отталкиваться как раньше, в общем. Пойдем как раньше. Без баловства всего этого моторного. Ой, там глубина. Повернуть не могу. У меня на малом обороту, на скорости он не поворачивает. Ну, жопа поднимается на холостых. И он не рулит практически. Метра 4, наверное, здесь глубина. Мост был. Просто впереться, блядь. Отпусти! Канал очень узкий и заросший. Ворот у шлюзов нет, но падение воды заметное. На шлюзе Марина Грива летом можно увидеть практически водопад. Сейчас здесь лишь заметный уклон. Особенность нашей лодки такова, что на малом ходу она практически неуправляема. Приходится идти вниз по быстрому течению на среднем, а то и полном газу, рискуя врезаться в дерево либо берег. Неожиданно оказался шлюз, я что-то карту не посмотрел, думал, до него еще много. И, в общем, мы, как сказать, времени на раздумье не было. Пролетели. Просто прыгнули, да, с этого водосброса. Пойдем сейчас посмотрим поближе, как это все было. А что мы до касса не дошли еще? А? Мы прошли, Мы по кассу уже идем. Еще 2 года назад изба была такая более-менее, как бы, ну, заходишь, комната. А вот прошло 2 года, когда прохудилась крыша, балки просто сгнивают мгновенно. Они же засыпаны землей, земля намокает и гниение как бы. Бревна-то какие мощные. Разломали, блин. Так что дом под крышей может стоять там еще столетиями. Но если она не прохудилась. А потом получится как в этом полицейская управа в Нарыме. Марина Грива, не буду повторять, в прошлом фильме все рассказал, так что посмотрите. Но вот это как раз то место, где по каким-то там слухам партизаны напали на отряд красноармейский или белогвардейский, победили их всех. В общем, весь канал полон историй.
Что это за странная конструкция и зачем она нужна? Это мост тот. Пешеходный мост. Возвесной мост, как в Непале. Тут как будто очень много пешеходов для того, чтобы его строили. Видимо. Во-первых, тут точки стоят эти вот замерные, видишь? В общем, эти штуки это, как я понимаю, для того, чтобы измерять уровень реки, уровень Каса. А на канале, как вы понимаете, это очень важно знать, какие расходы воды, чтобы знать, открывать, закрывать шлюз на какое время. То есть объем воды, протекающий через реку, надо знать, чтобы на сколько времени наполнится, например, шлюз. То есть ты знаешь расход, поэтому сегодня ты открываешь шлюз и держишь его, например, там 2 часа закрытым или открытым. То есть эта информация для работы необходима была именно шлюза. Сделано буквально вот сюда. Смотри, смотри. Такая же. Как лежит? Ну это получается С засечками. посередине ты есть доходишь это и подходит по центру такой. меряешь. Да? То есть, опять же, глубина канала. Надо же знать, вдруг Ну. замыло. Чик померил, ага. Лодка не нужна для этого. Безобразие. Ну да. То есть они просто решили восстановить. Это, видимо, существовало. В этом водомерном этом был мостик и мерили глубины. То есть они сейчас просто это решили полностью восстановить. Очень это радует. Вот молодцы. Исторический объект. Так. Да, да. Сейчас еще почему-то вывес. Не, ну видно, что вот эти очень давняшние штуки. Ну да. Не, он и был просто в состоянии, было, видимо, это более угнетающее. На всех шлюзах сейчас находятся заимки, либо даже небольшие деревушки с новыми домами и ребятишками. Мы на шлюзе Налимный. Здрасте, здрасте. Он знаменит местным жителям Кулибином, который построил водную электростанцию и строит корабли, которые могут ходить даже по Енисею и мелкому летом Касу. Сколько здесь до этого, до Безымянки? Мало совсем, да? Тут 7, и там 7. А, 7, 14. А до этого, до устья Каса? 50. До устья Каса? А до устья 250. 250, да? По воде, да? Ну, час поменьше, там 2 прорвы, 3. Ну, считали 250. Это знаменитый ваш этот, как его? ГЭС, что ли? Ну, Нет, ГЭС не этот. ГЭС там у нас, дальше? конечно. А, катер. Все, все. На. А кто-то вроде делал такой, даже ходил. Не ходил он. Не походил? Он утонул. Утонул? Это он второй делал уже. А что утонул-то? Ну, не знаю, утонул, да и все. И не подняли? Нет. А я-то он сам. Это который большой? ГЭС? Покажете? Ага. Ага. Ничего так. Вот это место железа было. Оно прогнило. Ага. Пока ремонтировали, его
станции дали. Безмянская. Ага. А, свет дали, да? Это стройный выправитель. Все, понял, ага. Не спросила, как зовут? Дионисий. Денис? Денис. Прямо. Фамилия? Там нельзя сказывать. А у вас тут свет сейчас есть? У вас тут свет здесь есть сейчас? Свет? Ну? Как у нас? 8 часов 9 минут. А безымянки дают, да? Из Безмянки не круглосуток. Я знаю. Все, поехало, ага. В общем, можно еще ставить. Да можно. Можно и продавать. Но электричество продавать. Она у нас работала. Класс. Только, как сказать, генератор маленький был. Сперва-то деревня маленькая была, нам хватало. Потом деревня разрослась, не стало хватать. Ага. А генератор другой не, в общем, не было еще. Пока в деревне остаются. Потом разъезжается, А нет? Ну вот, строится дальше. вот, недавно женился. Ага. Нонче женился его брат. Сейчас, может, это восстановят, кто-нибудь поедет жить туда, на Марину Гриву, нет? Никто не хочет? Не хотят? Оттуда уже уехали, все. Ну, что-то я там какие-то доски, смотрю, привезли, может, что, починить собрались или что? Ну, знаете, крыши перекрывать. Они там сенокосят. Чтобы не развалилось, да? Ну. Понятно. Сенокосят. Ну что, поедем в Безымянку? На подходе к Безымянке, столице местных деревень, можно увидеть, как выглядели староверческие заимки в тайге в прошлом. У реки здесь практически нет поймы, поэтому все занято темнохвойной тайгой. И чтобы появились пастбища либо пашня, необходимо вырубить лес, выкорчевать пни и распахать землю, не допуская дальнейшего зарастания. Этот гигантский ручной труд, казалось бы, должен ограничивать количество жителей. Однако Безымянка растет. Удивительно видеть людей, прилагающих столько сил к желанию жить там, где им нравится. Мы свернули с Каса в небольшую речушечку и вскоре приехали в эту деревню. А по пути было заметно, что здесь очень много живет людей. Продолжают выкорчевывать лес, сжигать его, распахивать, чтобы получились вот такие вот зеленые лужайки. Представляете, насколько это трудозатратно и вообще можно ли это где-то сейчас увидеть, я даже не знаю, вряд ли. Ну а судя по этим лодкам, вы, наверное, догадались, что мы в столице старообрядцев Каса, Безымянки. Всевозможные лодки разных мастеров отличаются друг от друга. Там корма сужается, широкая, длинная, узкая, обласки. Сейчас мы пойдем найдем Петра Фомича и попробуем заправиться. Потом пойдем в магазин. На базу надо через все это пройти. Да? Через всю деревню на базу надо пройти.
полицейские, чтобы не катались, когда дорогу ремонтируют. Что это? А? Вот справа сейчас будет. А что это такое? Зачем выкладывают? Чтобы не проваливалось, колеи не было. Вот, что, магазин что ли? Магазин, прикинь. Когда мы на Манулах были, вот здесь висели агитационные билеты. Помню. Да. То есть развалина была жуткая. Поставили на свай. Плохо. Это вполне возможно, что там поля. Петр Фомич Зибзеев – уроженец здешних мест. Как он сам говорит, родители из Парабельского района Томской области. Взвалил на себя обязанности главы поселения, и его усилиями небольшая заимка превратилась в крупное село, куда летает вертолет, а по зимнику доставляется топливо. Именно поэтому сюда потянулись единоверцы. И у села Безымянка появилась большая проблема. Поселенцы заняли все разрешенные земли по кадастровому плану, а увеличить площадь населенного пункта даже в тайге не позволяют бюрократические проволочки. Понятия говорю, вот на верхах понятия абсолютно. Говоришь порой, что ну это не так, в корне не так, неправильно. Какая-то девочка сидит, тебя же еще пытается учить. Да. Я ей говорю, девушка, вот вы понимаете, вам-то какая разница? Какого они, главное, это люди живут. Сейчас правду должен выдать, да? Ну вот официально за прошлое, да, там старовер. Ну вот какая разница? Для чего? Что меняется? Вы радуетесь, что люди живут, не различаются, дети рождаются, идет рост. Каждый год до 10 человек прирост. Не стали отвлекать Петра Фомича, космический мониторинг пожаров сообщил о термоточке на его территории. Теперь нужно выяснить, что это весенний пал, либо стадо коров собралось на водопой. Поэтому заправляемся, совершаем экскурсию по селу и движемся дальше. Наша цель – найти мастера, который сделает нам деревянную лодку для новых походов. Что, не станет, наверное, гостеприимством злоупотреблять? С другой стороны, интернет. Можно было поотвечать на комментарии подписчиков. Этот фильм новый выпустили. Они без ответа вообще. Ни духом. А я, кстати, почитал маленько. Пишут хорошие комментарии. Спасибо вам. Спасибо вам. Так что приедем, все ответим. Кот. Спросив всех местных жителей, понимаю, нам советуют одного и того же мастера, Александра Алексеева из Потанинского. Это совсем рядом с Безымянкой, поэтому незамедлительно отправляемся в путь. Подели, дели, цену по четвертям подели. Не откладывай, сразу купи. Подели. Подели от Альфа-банка, забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Металлического не было. Пойдет? Да, поехали. Я говорю, мы переезжали еще по деревянному, а этот не готов еще совсем. То есть получается, Безымянка сейчас вообще отрезана. Только что прошли мост, мы на нем
по нему проезжали на вездеходах 2 года назад. Смотрите, а сейчас это уже не понтонный мост деревянный, а нормальный железный. Еще не доделал, но тем не менее, только представьте, в одну деревню старообрядческую строят нормальные мосты. Сейчас деревня отрезана, летает вертолет раз в неделю. Продукты почти все закончились, по крайней мере те, которые нам нужны были. Нету их, поэтому ждут, когда придет попутка. Попутка — это частники, придет неизвестно когда. В общем, так что, если бы мы захотели сейчас отсюда выбраться, нам бы пришлось ждать вертолет неделю. И не факт, что были бы места, ну, либо вот как мы своим ходом. Ну и не могу не рассказать про проблему, с которой поделился Петр Фомич. 2 года назад вы были, я рассказывал, что в Безымянке очень много новых жителей. По 10 человек, там, по 15 рождается в год новых, соответственно, женятся. То есть деревня увеличивается очень быстро. И сейчас не хватает места, где строить дома. То есть земли населенного пункта закончились. И сейчас приходится либо захватывать земли лесного фонда, ну, либо там менять, не ехать жить в деревню, либо наоборот уезжать куда-то на новое место, хотя как бы никому это неохота делать. В принципе, из-за ерунды. То есть огромное количество земли нужно только перевести из лесного фонда в земли населенного пункта. И вот этой проблемой бюрократической Петр Фомич занимается уже 2 года. Ничего сделать не могут, какие-то девочки перезванивают, спрашивают, какая у вас конфессия, сколько мужчин, сколько женщин, там, и так далее. Ну, бог бы с ним, если бы это помогло. Но, тем не менее, уже 2 года проблема стоит на том же самом месте, то есть не решена. Если кто-то вдруг нас смотрит, знаете, что есть такая проблема, и чиновники ее решить не могут без какого-то там главной подписи. Возможно, через 5 рукопожатий получится. Вертолет. И еще одна проблема, но это уже такая горячая. Когда мы пришли к Петру Фомичу, он сидел в кабинете и с кем-то разговаривал. Ему сообщили, что со спутника есть точка высокой температуры где-то на его территории. Выяснилось, что есть пожар, деревня, до которой вообще нет никакой дороги, возле нее пожар, что-то там 1,5 километра, что ли. И вертолет, это уже он вылетел с пожарниками, смотреть, что там происходит, тушить и так далее. Сильный ветер, и огонь движется вроде как в сторону населенного пункта. Поэтому мы не стали уже тут, как это называется, злоупотреблять гостеприимством, тем более тут куча дел, проблем. Ребята еще и дороги строят сегодня. Получается, надо им заканчивать мост, и в деревне все оттаяло, глина провалилась, вот, и гоняют, делают дороги. Жизнь кипит просто. Казалось бы, деревня, которая нафиг бы никому не нужна была, какая-нибудь там типа Катайга, Степановка, Центральный, еще куча деревень, Березовка на Пайдуге. Никому не нужна, то есть никто там даже жить не хочет, и дома стоят заброшенные. Здесь обратная ситуация, но также бюрократия свои палки в колеса вставляет. Погнали! Петр Фомич Зебзеев сказал, что здесь на Потанинском какой-то есть дед, который лодки делает деревянные. Да, это мой отец. Да? Да, вон, вот так вокруг идете.
холодно же. Телефон из кармана выронил. А, поймал? Ёлки-палки. Глубоко? Слушай, подскажи, пожалуйста, были в Безымянске, Петр Фомич говорит, лодки деревянные тут делает кто-то. Батька у меня делает. А как с ним поговорить можно? Ну, он час попозже придет. А, он приедет, да? Ну. Так. Тогда мы сейчас тогда лагерем встанем на берегу, на лодке. Вот тут на берегу. Ну, и тогда, что ты скажешь, когда Ну, придет? скажешь, что когда пойдет. Ну тогда все, тогда поехали мы, попозже тогда подойдем. А что на деревянных сами не ездите? Мы большие только делаем. А, большие? 8 лет, это самый маленький. А самая большая какая? 15 есть. Есть? Пятитонка. Ух ты, мне надо 15. Как тебя зовут? Леня. Леня, ну тогда, Лень, ты придешь, позовешь нас? Ну все, давай, тогда спасибо. Я очень доволен. Что-то я боюсь, потому что это... Почему они просто говорят так? Лодки делают, пятитонки. Пацан, косоворот. Мы только большие строим, корабли. Слушай, это напоминает, как будто какая-то страна Питер Пэна. Сказочная вообще просто. Ручейки, везде доски, мостики, реки кругом. Домой на лодке, блин, через какую-то протоку, блин. Сказали к вам обратиться. Можно вам? Алексей. Нужна лодка деревянная. Там, как это можно с вами договориться? К следующему году надо пиломатериал приготовить наш, чтобы он высох, надо кедру найти и все такое прочее. Это пока там еще, может, где-то какие-то документы на кедру надо или еще что-то. Ага. Заморочки, ой-ой-ой. Сколько такая стоить будет? Ой, не знаю, я уже, как бы сказать, ну вот делал я на 9 метров, на 8, 4 года назад, 30 тысяч. Ну а 15 сейчас, я не знаю, даже я еще просто не готов даже сказать, надо подумать просто. А покажете просто лодку завтра, тогда я подойду? Ну так что, подходите. Завтра утром подойду? Ну, тут будете, да? Ну все хорошо. Скольки, к 8 или позже, к 10? Да, к 10. Ладно. У нас тоже лодка 10-метровая, только делают на Абакане, другие маленькие. Она получается вельботная называется. Но это под большие моторы они делают. У них там, там горные речки. Любой мотор можно поставить, и 40-ю, и 50-ю, если желаешь. И любой мотор поставить можно. Груза возить. На машинах завозят, на всем нужды не стало. Раньше по этому же кассу на шестах поднимались. Да. Пятитонки, лодки большие, грузят ее и шестом толкают 2-3 человек, допустим. А сейчас все такая совершенная, нужды не стало. Каждый мастер, говорит, по-своему делает, каждый дурак, говорит, по-своему с ума сходит. Так и тут меня, как отец научил, отца нету, от отца осталось. И я, как бы сказать так, речка, вот Горевка, ну вы, наверное, не слышали, знаете, может, или слышали, что вот на Енисее речка повыше Шадрина, Горевка есть. Вот с такой кормой на нее не подымешься, на эту речку. Что именно, она вот за собой воду будет тянуть больше, чем у меня корма, как сказать, внизу я оставляю только вот столько. Я понял. И уже корма, так как, ну вот доски прибиваю. У меня доски не так, у меня доски идут, они загибаются все. Ну вот завтра я вам объясню, посмотрите, покажете. У меня что нос, что корма, только нос получается узкий, как на нет сходит, так вот он уже как водорез почти там. А корма, она, вверху она вот такая, внизу она у меня вот такая вот всего лишь делает. По-другому, как сказать, каждый человек. Понял. Пожалуй, этот день самый важный в нашем походе. Мы нашли мастера, который делает лодки. Практически в столице старообрядцев Каса. И похоже, у нас появилась идея нового похода. 15-метровая лодка в центре сибирской тайги, надеюсь, будет ждать нас весной следующего года. Наши постоянные зрители, кто очень внимательно смотрит наши фильмы, могут спросить нас, а почему вы опять поехали на Обь-Енисейский канал? Вы же уже там были на вездеходах и зимой на снегоходах.
Отвечаю. Канал построен был для того, чтобы этот путь пройти на лодках. Поэтому мы здесь снова. Но это не единственная наша цель. Я услышал, что на Опенинском канале на одном из шлюзов есть мастер, который строит традиционные деревянные лодки. Причем не какие-нибудь там маленькие облазки, а огромные 15-метровые корабли. И эти корабли очень похожи, я думаю, так и есть. Это лодки сделаны по тем же самым старинным традициям русских первопроходцев, так называемые дощаники, на которых буквально за 100 лет была пройдена вся Сибирь, от Урала и до Тихого океана. И поэтому у нас возникла идея. Мы построим с помощью наших мастеров, с помощью вас дощаник и сможем пройти часть этого пути на то место, где мы планируем построить башню Кетского острога. Этот дощаник, эта лодка дополнит такую экспозицию, музей под открытым небом. Уже весной следующего года, я надеюсь, лодка будет построена и ждать нас на канале. Мы попадем туда 15 мая, пройдем через каналы, пройдем по Кети и придем на место, где стоял Кетский острог. Поэтому всем, кому эта идея интересна и кто хочет нас поддержать, можете отправиться вместе с нами. Для этого надо написать ВКонтакте свой адрес, либо сообщение, что вы хотите попасть туда с нами. Второй вариант. Вы нас можете поддержать в Бусти, подписаться на канал. И самый простой вариант — это просто поставить лайк нашему видео и переслать его своим друзьям. Флисочку одел и сразу тепло, да? Да, отлично. Термира греет. День добрый уже. Добрый день, что, заждались, наверное, уже? Да нет. А вроде все равно тот другой раз изредка делаю, что вот я тогда лет, не знаю, уже, ну давненько, правда, вот на 3 тонны лодку делал мужиков Назимова. А вообще тут на кассе много кто делает? Нет. Нет? Нет. Вот отец мой делал, да. Я вот делаю сейчас. В Безымянке мужичок был, делал. Но он маленько не такие формы делал. Но он сейчас уже, как бы сказать, состарился. Ну это тесть Петра Фомича. Да. Но он, я с ним говорил, он говорит, он уже все, он уже старенький. Да. И не возьмется. Вот. Вот это производство такое. Это сколько метров? 8 метров. 8, да? Ну это с широкой кормой. Ага. А вообще я делаю, как бы сказать, это вот я такие сейчас только вот мало делал, такие вот первые я делаю, как бы сказать. Сергеев отец у меня делал. То есть, так откуда этот, как сказать, отец, получается, сам с Томска, и он, получается, эти лодки там делал, в Томске? Нет. Где он научился? Он научился делать в Туве. Он в Туве жил. Все понял. Ага. Для горных рек, получается, да? Ну, как бы, да, для горных рек, для пользования, так, туда-сюда, все. Можно сделать, допустим, 15 метров длина, можно ее сделать, допустим, 1,30 м ширина, можно ее сделать 1,15 м ширина, можно ее 1,40 м Это 1,30 м, да? Нет, это не метр, это будет где-то 1,18 м, наверное, или как ли она. Да вообще, наверное, нам хватит, нам канал-то пройти надо там. Сложновато будет, если сильно широкая. Вес там, 5 тонн мы возить не будем. То есть, пускай может это сделать, но мы как бы не будем. Ну и под мотор, под обычный, ставку, как обычный. Под обычный мотор. Тогда как, какую-то оставим вам предоплату там или как? Ну хотя бы, чтобы поняли, что мы серьезно. Ну вот как вам, если вот я вот мужику тому делал 8 лет, лодку тому назад. Сейчас, конечно, цены, сами знаете, конечно. поднялись я во много раз, считай, наполовину все. Так что вот,
договоримся. Потому что это надо, это 2 кедры, надо их распилить, надо ленточку нанять, допустим, или гвозди, гудрон. Это даже говорю, не объясняйте. И корней, это, если, допустим, через метр корни поставить, 15 метров, на 15 накопать. корней почти накопать, надо их распилить. Согласен, и обчистить, согласен. И сейчас вот начать делать, это на 15 метров брус, мне надо полностью брус новый сделать, вытесать его, чтобы дницу прибить, чтобы потом колотить его на вытесать, чтобы он вот шириной не шире был. Ну, короче, работы много, что говорить. То есть, получается, нос будет более такой поднятый, чтобы он прям повыше был. Сделайте, да? Сделаю, Всё, конечно, сделаю. Вот давай перевернем, посмотрите, как она будет лежать в лежалом положении. Миша, там прими. Что там, ничего нету, никакой палки? Бревна лежат. Что это, для себя так это? Да. Ну, это для себя. Вот корни этого пилят, ну как? Ну да, я понимаю. Я во время лета вот ущерб будет. Надо мне найти кедры. Понял. Сейчас вот молодой месяц, надо найти мне кедры, заготовить их, как говорится, свалить, ошкурить или даже сразу распилить, найти пилораму, вытащить куда-то их, распилить и сложить пиломатериал, чтобы он сох. Хорошо. А если на то пошло, весной я за нее только снег чуть-чуть, может даже еще расчищу снег, как говорится, туда, чтобы пораньше. И... Александр Леонидович, все. Что я с вами договорился? Так, вот это... Ладно, добро, все. На Олимпе сказали, что безымянки делают, но они не знают, что уже не делают. И вроде как в Александровске кто-то делает, он тоже ничего не В точно. Александровске никто не делает. Нет, да? Даже можете заехать поинтересоваться, никто не делает. Сколько делали мы туда лодки? Да? Ну все. Как цвета? Хорошо? Да. Толстовку бы желтую. На костре сушил чулки, эти носки. Один сжег нечаянно, ветром унесло и сжег. Поэтому... Что будешь делать? Теперь у меня вот такие вот стелечки. Один я уже влез, но мне кажется очень комфортно. Сейчас буду ходить как на облаках. Ну классно. Слушай, я сейчас сюда себе в правый больше намощу. Недалеко от заимки Потанина живет еще один мужик, фамилия, кстати, Потанин. Говорил к нам зайти к нему, он нам даст хлебушка, потому что уже запасы на исходе. Хлеб такой, да? А сюда заехали, никого не было. Плотный такой. Семья 30 лет назад переехала с Енисея сюда, в глухую тайгу, на Потанинский. Говорят, здесь вера крепче. В прошлом году случилась беда, сгорел дом, а в этом половодье затопило полностью всю заимку. Сейчас ранняя весна, на территории беспорядок. Родители ждут детей, строить новый дом. Но даже в этой ситуации нас не отпускают с пустыми руками. Староверам свойственно это уметь все, на все руки мастера. Они и земледельцы, они и лесорубы, они и механики, они и охотники, умеют все. Я так понимаю, у них здесь электричество. Интересно. Кстати, нам сделали подгончик, это золотой корень. То есть бабушка его выкопала и у себя разводит всякие травы. То есть, лук лизунец, обычный дикий лук. Золотой корень нам поделилось нам корень. Разделить его на всех. О, мне дашь? Ну, конечно.
Вон елка стоит, ветки все вниз. Сухая совсем. Видишь, они обнимают. Да, Ага. А когда дождь идет, они прямо встают. И То поднимают. есть влажность повышается, то есть перед дождем. Сейчас сухо А будет. еще видишь, как я думаю так, что когда ветки внизу сухо, они корни прикрывают. А когда поднимается вверх, вода по листьям стекает и туда. Интересно. Вот я думаю, что так вот. То есть сейчас погода будет хорошая. Да, вроде дождя не может быть. Смотрите, какое разительное отличие от Томска и Красноярска. Здесь вода уже сошла, но была, затопила полностью дома все, которые стоят, в принципе, в бару. Разница, я думаю, 3 метра легко есть. Просто опаздывает у нас зима на полмесяца. Здесь уже, получается, половодье спало, почти что в межить вошла. Хозяйка сказала, что у него в доме стояло 15 сантиметров над полом. Не жили раньше на Енисее и говорит, что, слава богу, что половодье никак на Енисее, то есть не несет лед, который ломает дома и сносит полностью. Просто пришла тихо вода, поднялась и ушла. А, ну то есть они к такому привыкшие. Да, Для них в это не принципе, новость. Сначала испугались, а сейчас уже привыкли. Спасибо вам. Не перестаем удивляться красоте местных сел, расположенных на воде с обеих сторон реки. Не в линейку улиц, как привыкли горожане, а так, как захотел хозяин. Река, как и сотни лет назад, для русских первопроходцев – дорога, по которой ездят в гости, либо по своим делам. В Александровском шлюзе заканчивается Обь-Енисейский канал и начинается Большой Кас – быстрая река, приток Енисея. Только что проехали такой геометрически правильный, даже не знаю, как назвать его. Ну, скажем так, Называется параллелепипед. тетраэдер. Трапецион. Тетраэдер. Да. В общем, холм в виде такой очень правильной геометрической фигуры, которой подмыла река. Ну, как бы все бы ничего, но дальше вот началось вот это вот. То есть, мне непонятно, потому что, смотрите, если бы это был лед от реки, то он был бы гораздо ниже. Ну, то есть зимний межень, он внизу. И если это был бы лед, он был бы внизу. Соответственно, это выше уровня определенного. То есть, когда был максимум половодья. Либо это наледь, которая вытекает из болота, скорее всего. Но мы сколько проехали километров уже, я бы сказал, с 500. Первый раз такое видим. Ну, как бы почти июнь уже. Конец мая. Не, ну ладно, июнь, но мы не видели ничего похожего. Ладно бы все, вон там-то чего? ладно бы все болота были бы одинаковые, но вот посмотри вон тут. Вечная мерзлота. Ну, похоже. Ну вот здесь как бы снег прилепился к льду, а вот там прям очень так интересно. Как будто кусочек платформы. Просто торф сверху, он играет роль теплоизоляции. И как бы мерзлоте там взяться неоткуда. То есть, если, мерзлота с атмосферы идет. Как бы если вот здесь подмерзло, отсюда, блин, странно. Почему в виде такой прослойки? То есть впервые географ не может найти объяснение. Не, ну не впервые, а на самом деле часто как бы ты сходишь там и не можешь понять, что это такое. Потом разбираешься и с помощью друзей, комментаторов находишь истину. Не, ну странно, такое место очень интересно. То есть вот тебе раз, вот тебе два. Был бы день, мы бы коптер подняли, чтобы вам показать, как там сверху все, но уже темно будет, нам не стоит, да? Не стоит. Все, поехали. Мы подъезжаем, кстати, к новому городку. Это на Касе.
крупные поселки. Практически в сумерках подходим к новому городку. На берегу сидит человек. Как оказалось, не случайно. Ждет нас. Петр Фомич передал нас Валерию. Это наш знакомый из предыдущего похода. Неужто нас ждете? Остаемся у него на ночлег. Случайно, подышать воздухом. 2 дня назад выехали. В своем репертуаре. Что там, пожалуйста, потушили, ничего не говорил? Когда он звонил? Сегодня? Да, он каждый день звонит. По 3 раза. Остальное забирайте, что там, телефоны, фотоаппарат, оружие, все есть. Остальное все бросайте, ничего не заберут. Ноги полы вот эти мои. У кого это ружье есть, будет? Нет, ладно, без утки будет. Доброе утро очередного дня нашей экспедиции. Мы находимся в новом городке. Новый городок — это такой транспортный логистический хаб на Опенсийский канал. То есть сюда прилетает 2 раза в неделю вертолет. Сюда доходит по малой воде, еще месяц будут доходить корабли, которые строят старообрядцы и завозят продукты дальше вверх по Касу. И здесь уже живут не старообрядцы, а, скажем так, мирские, как их называют, люди, но тем не менее они очень плотно взаимодействуют друг с другом, в курсе всех дел. Валерий, который нас здесь гостеприимно разместил, у него есть своя небольшая заимочка, то есть он общается со старообрядцами и в курсе всех дел. Более того, он организовывает охоты, там, не знаю, экскурсии, сбор грибов, ягод. В принципе, если кто-то хочет посетить эту тайгу, Опенсийский канал, то может это сделать. Позже расскажу, как это сделать. В принципе, все. У нас время традиционное выезда. То есть подъем 8, выезд где-то в районе 10. Поэтому мчим на причал на патруле Валерия, нашего знакомого, который уже нас который раз встречает здесь и помогает нам. Только что прошли мимо семейства, которое крикнуло: «Эй, мы ваши подписчики». Вот так вот стоило один раз проехаться на вездеходах, и вся деревня стала фанатами. Р-1167 КЮ. Испытание. Название корабля «Испытание». Мне кажется, это испытание на нем проехаться. Смотрите, какая будка. Она исполняет роль паруса иногда, когда сильный ветер. В нее дует. И десантная машина. Аппарель. Заезжает техника какая-нибудь. Это узенькая. Вода поворачивается. То есть я так понял, что внизу сидит человек. Он управляет, значит, движителем водометным, а капитан там в рубке командует ему, говорит, что делать, поворачивать там влево, вправо, ход набирает, сбрасывает. Слушай, ну
Это вообще не просто. Смотрите, что это. Ну, это же тримаран. Прикинь. Ёлки-палки. Ладно, я хотел сказать, что сильного образования большого не нужно, чтобы сварить такое. Теперь беру свои слова обратно. Кажется, секрет сзади, да? Спереди, точнее. Это вот аппарелька, что типа заезжала легковушка. Что тут все заедет, 2,5 метра, так и есть. Ну, лють. Ничего себе, представляешь, тримаран сделать. То есть он воду режет, волна туда бьет, она его приподнимает как бы. И он по милям по этим. Слушай, мне кажется, на такой машине можно какую-то крепость брать на воде. Валерий сказал, что он бы не поехал бы на них, но они типа гоняют и возят продукты и чуть ли не с Енисейска. И у него есть документы на этот корабль, и в общем, вопросов не возникает. Такой вот красавец КАЗ. Очень быстрое течение, то есть для меня, как жителя Томской области, непривычно. То есть мы просто несемся вниз, и говорят, дальше еще будет быстрее. В Енисее уровень воды маленький, поэтому КАЗ вылетает просто на дикой скорости в него. Доедем быстро. Сейчас кажется, река большая, но буквально совсем скоро она обмелеет. Отсюда КАЗ действительно выглядит очень красиво. Но по пути мы стали свидетелями просто экологической катастрофы. От слияния большого и малого Каса вплоть до устья, правый берег, да и левый, в основном правый, просто заполнен высохшими кедровыми лесами. Причем такими спелыми, то есть крупные кедры, просто огромное количество, то есть сотни километров тайги высохло. И высохло по причине того, что хвою съел 5 лет назад сибирский шелкопряд, гусеницы. Очередной Ан-2 взлетает с аэродрома села Агинское. Всего в воздухе работают 12 самолетов. Они распыляют химраствор над тайгой, пораженной опасным вредителем – сибирским шелкопрядом. Валерий нам рассказывал, что в этот год ее было столько, что колея от харвестера была заполнена наполовину, то есть примерно по уровню сапог, кишащими гусеницами, которые после этого вылупились в мотыльков, и просто их было, покрыли вообще все собой пространство. Соответственно, весь кедр съеден. То есть они не трогали сосну, поэтому вот сосняки остались, а кедрачи огромное количество, то есть буквально до Енисея там безумное огромное количество лесов. Причем в советское время их не трогали. Кедрачи были под запретом, их никто не рубил. И они выросли до таких серьезных размеров. Они полностью уничтожены. То есть открываешь карту, все это междуречное пространство Каса и Енисея покрыто такой красной картинкой. Это Иван-чай. То есть после горельников, либо вот когда после шелкопряда все леса покрываются травой, Иван-чаем, который в человеческий рост, и картина, конечно, полностью меняется. То есть эти леса погибли безвозвратно, ничего уже не сделаешь. Такая же история была в 50-е годы у нас в Томске, в Тегульдетском районе. В Лосиноборске то же самое было. То есть леспромхозы просто собрались и уехали, потому что делать стало нечего. Единственный плюс, какой я могу только сказать, что в Лосиноборске открылся совхоз по производству меда, потому что все эти пространства заняты иван-чаем, и, соответственно, это медоносные растения, и пчелы там тоннами готовили мед, колхозы, и возили там на катерах его в город. Почему это случилось? Наверное, проворонили лесники. То есть очаги, они были локальными, небольшими. И в советское время они выявлялись своевременно и каким-то образом купировались. То есть либо вырубали, либо опыляли. Когда это случилось, проворонили, они объединились в один огромный очаг, и просто вся гусеница все это съела. Вот только подумайте, да, в Безымянке желающим не дают, не отводят лес, не переводят в земли населенных пунктов,
якобы в заботе о том, чтобы он сохранялся. И при этом же были проворонены просто миллионы гектар огромных кедровых лесов. Видимо, должен был какой-то баланс все-таки сохраняться. Люди, наверное, важнее, и огромные леса тоже важнее. Как бы так сделать, чтобы чиновники мелкие принимали решения самостоятельно и настаивали на этом. Они отправляли это все выше, выше, дальше, и в конце концов это все просто теряется в болоте бюрократическом, и ничего не происходит. То есть гибнут леса, и не переводятся земли под те виды деятельности, которые необходимы людям. Мы несемся на огромной для нашей лодки скорости, суммировав лошадиные силы нашего могучего мотора и набравшего силу КАСа. Пересекаем мост Зимника Енисей-Бор и по появившемуся в большом количестве льду понимаем, совсем скоро мы попадем в Енисей, крупнейшую реку мира. Было опасение, что на Енисее шторм и волна, непроходимая для нашей лодки. Впереди более 300 километров, и на пережидание непогоды могло понадобиться много дней. Но, к счастью, едва попав в Енисей, ветер прекратился, до полного штиля вышло солнце, и только огромные горы льда напоминали о суровом характере великой реки. Мы только что закончили прохождение Обь-Енисейского соединительного водного пути. Когда мы туда поехали, у меня было ощущение, что мы идем в какой-то конец жизни, конец реки. То есть река сужалась, уменьшалась, становилась все меньше. Мы пробирались через ветки. Не было воды, практически она закончилась. Начались шлюзы. Но в какой-то момент мы попали на огромное водораздельное озеро, и вода потекла в другую сторону. И с каждым километром этот поток набирать скорость все быстрее и быстрее. С канала в малый Кас, потом в большой Кас. Потом Кас набрал силу и всей мощью своей на огромной скорости воткнулся в Енисей. На Енисее не растаявшие льды, огромные горы, водопады. Это невероятное ощущение, и я только сейчас, наверное, понял, что могли испытать русские первопроходцы, когда пробирались через тайгу на маленьких лодочках, облазках, где-то пешком. Они не знали, что их ждет, что дальше будет огромная река. У них было ощущение, что сейчас все закончится.
Но они не остановились, они шли дальше. Их любознательность была вознаграждена. И мне кажется, что каждый, наверное, должен испытать это ощущение. Понять, насколько величественна природа Сибири, что скрывает следующий поворот и как одна река переходит в другую. Сейчас пойдут оценки. 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5. Микке Шляккенен. Вы так сможете?